Всем привет! Я рада, что вы зашли на мой канал. И сегодня я предлагаю связать вот такие очаровательные воротнички крючком. Давайте рассмотрим поближе. Посмотрите, какие они интересные, милые, уютные. Этот я связала в молочном цвете, а вот этот поменьше размером белоснежный. Этот связала ранее, а сегодня видео будем вязать вот такой беленький воротничок. Этот воротник я еще не блокировала. Как видите, он и без блокировки хорошо держит форму, и блокировку делать не обязательно. Этот уже с блокировкой. Очень интересный воротничок. Вязать его несложно. Справится даже начинающий вязальщик. В этом видео мы с вами все подробно разберем. Если вам нравится вязать вместе со мной, поставьте большой пальчик вверх. Мне будет очень приятно. Это помогает продвижению канала. Спасибо, что вяжете со мной. Такой беленький. Давайте тоже рассмотрим его поближе. Давайте сразу скажу про размеры. Ширина беленького у меня получилась. Так, вот 8 сантиметров, но это без блокировки. А молочного цвета 11 сантиметров. А длина по горловине вяжем на свой размер, кому какой нужен. Ширина также зависит от выбранных ниток, плотности вязания. Итак, вязать сегодня я буду из ниток пехорка ажурная. Это стопроцентный мерсеризованный хлопок, в 50 граммах 280 метров. Вот этот воротничок у меня связан из розы, но он такого молочного цвета, не белоснежный. У меня есть также роза беленькая, но она не такая белоснежная, как пехорка. Я хочу воротничок, чтобы был беленький, поэтому буду вязать из пехорки. Можно взять и пехорку цветное кружево, но уже она потоньше, она даже тоньше, чем роза. Крючок буду использовать 1,25 миллиметров. Вот он хорошо подходит. Даже можно взять и 1,5 миллиметра. Но великоват. Буду 1,25 вязать. Этот воротничок вязала крючком 1,25 из розы. Очень нравится мне нитка роза, но вот единственное, что она не очень белоснежная. Вот камера передает, что оттенок немножко такой кремоватый. Цвет топленого молочка. Так, вяжем из пехорки. Итак, делаем начальную петлю. Набираем цепочку из 8 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В четвертую петлю от крючка 1, 2, 3 пропустили, в четвертую провязываем столбик без накида, первый. В следующую петлю по цепочке второй столбик, в следующую третий столбик без накида, четвертый и в начальную петлю пятый столбик без накида. Вот, провязали 5 столбиков. Далее 3 воздушные петли, 1, 2, 3, арочка, разворачиваем и за задние дольки каждого столбика провязываем по столбику без накида, и у нас получится также 5 столбиков. Первый, следующий, вот за заднюю половинку, второй, третий, под одну ниточку вставляем крючок, четвертый и пятый. Провязали еще 5 столбиков. Снова 3 воздушные, 1, 2, 3, разворачиваем и также
В каждый столбик за заднюю стеночку провязываем по столбику без накида. У нас в каждом ряду будет по 5 столбиков без накида. И между ними не забываем провязывать арочки из 3 воздушных петель. Также нужно помнить, что мы делаем столбики за задние дольки. Все, провязали 5 столбиков и снова 3 воздушные петли. Разворачиваем и за задние половинки вяжем снова 5 столбиков без накида. 2, 3, 4 и последний 5 столбик. 3 воздушные. Сейчас мы с вами провязываем вот такую ленточку. Вяжем ее до нужной длины. Какой обхват мы хотим получить? Длина вот этого воротничка у меня получается. Давайте померяем вместе. Так, 53 сантиметра. Когда мы свяжем ленточку, нам нужно ее будет подтягивать. Вот это у меня уже после блокировки, она растянутая. А так как у нас резиночка получается, мы ее растягиваем при измерении. Так, все, вяжем самостоятельно вот такую ленту основу до нужной длины и встречаемся. Ну вот мы с вами связали основу нашего воротника нужной длины. Вот так немножечко растягиваем, чтобы поточнее измерить длину, обхват. Так, первый ряд у нас готов. Давайте будем считать, что это первый ряд. Вяжем второй ряд. С каждой стороны ленты у нас арочки из 3 воздушных петель. Вот вставляем крючок под первую арку и делаем соединительную петлю. Далее 3 воздушные, арочка 1, 2, 3, и в следующую арку под 3 воздушные петли вставляем крючок, провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3, в следующую арочку также вставляем крючок. Так, немножечко оттяну ее, чтобы не промахнуться. 3 воздушные, 1, 2, 3. Следующие ряды будут легче уже провязываться. Так, немножечко вот так оттяну тоже. И провязываем следующую арку, столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. Вот, под 3 петли вставляем крючок, столбик без накида. Так вяжем до противоположного края, и когда нам останется провязать последнюю арку, встретимся вместе, сформируем ее здесь. Давайте провяжем этот ряд самостоятельно, все арки из 3 воздушных. Итак, подходим к концу ряда. Нам осталось провязать последнюю арку, и вместо нее мы делаем 1 воздушную петлю, накид, и в последнюю арочку провязываем полустолбик с накидом. 3 петли на крючке, закрываем за 1 прием. Вот таким образом формируем арку из 3 воздушных. Все, второй ряд у нас готов. Вяжем третий ряд, разворачиваем наше вязание в обратную сторону и также провязываем арки из 3 воздушных. 1, 2, 3. В следующую арку, во вторую от края, провязываем столбик без накида. 3 воздушные, 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида, 1, 2, 3. В следующую арку 1, 2, 3. Так вяжем до конца ряда, и также в конце последнюю арку мы будем формировать 1 воздушная петля и полустолбик с накидом.
Давайте довяжем этот ряд самостоятельно, третий ряд, и встретимся. Ну вот, нам осталось также провязать последнюю арку, и формируем 1 воздушная петля, накид, и в последнюю арку провязываем полустолбик с накидом. Третий ряд у нас готов. Мы с вами провязали 2 ряда арочек. Давайте самостоятельно провяжем еще 4 ряда. Также начинаем 1, 2, 3, разворачиваем столбик без накида. 1, 2, 3. В каждом ряду количество арок у нас уменьшается, так как в конце мы краешки закругляем воротничка, у нас будет закругленный край. Так, вяжем самостоятельно еще 4 ряда. В конце также формируем последнюю арку и встречаемся. Итак, я закончила вязать 6-й ряд сеточки из арок и 1-й ряд. Итого 7 рядов провязала. Пересчитала арки в последнем ряду, и их у меня получилось четное количество. Если у вас нечетное количество арочек, тогда можно провязать еще 1 ряд, и их число уменьшится на 1 арку. И также получится четное количество, то есть делится на 2. Итак, вяжем 8-й ряд. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Разворачиваем. И в следующую арку столбик без накида. Вот такой закругленный край у нас получается. Потом будем делать обвязку. Все здесь у нас выровняется. Аккуратненько будет. Далее накид. В следующий столбик без накида провязываем 3 полустолбика с накидом. 3 петли закрываем. Первый провязали, накид. Сюда же в этот столбик провязываем 2-й полустолбик, накид. И сюда же в этот столбик без накида вяжем 3-й полустолбик с накидом. Вот такая бусинка из 3 полустолбиков. И теперь столбик без накида в следующую арку. Эти клеточки потом все растянутся, раскроются, сеточки. Далее арка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. Накид. В следующий столбик, он прям ближайший, в него также провязываем 3 полустолбика с накидом. 1, 2, 3 полустолбик сюда же в этот столбик без накида. И в следующую арку столбик без накида. Далее арка из 3 воздушных. 1, 2, 3. Столбик без накида в следующую арку. Накид. В следующий столбик. Он у нас сразу после этой арки. Также провязываем 3 полустолбика с накидом. Столбик без накида в арку. Вот что у нас получается. Так, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Также формируем последнюю арку при помощи 1 воздушной петли и полустолбика. Ну вот мы провязали последний веер из 3 полустолбиков, столбик без накида, и также сформировали в конце ряда арочку. Давайте для контроля пересчитаем. Сбоку у нас получается после вот этой резиночки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 арок. Так, далее в следующем ряду будем делать арки из 4 воздушных. Итак, набираем 4 воздушные. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем, пропускаем столбик без накида, 1 полустолбик, и в средний на группе из 3 провязываем столбик без накида. 4 воздушные. 1, 2, 3,
4, столбик без накида в следующую арку. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. Также в средний столбик, полустолбик, провязываем столбик без накида. На группе из 3 в средний полустолбик. 4 воздушные, 1, 2, 3, 4. В следующую арку столбик без накида. Так, вяжем до конца ряда. Встретимся и провяжем вместе последнюю арку. Итак, провязали последний столбик без накида в средний полустолбик. И для формирования последней арки мы делаем одну воздушную петлю, накид и столбик с накидом в последнюю арку. Таким образом формируем арку из 4 воздушных. 9 ряд у нас готов. Вот что у нас получается. Вяжем 10 ряд. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Разворачиваем столбик без накида в следующую арку. Накид. В следующий столбик без накида также провязываем 3 полустолбика с накидом. Первый накид, в этот же столбик второй полустолбик с накидом, накид и сюда же третий полустолбик с накидом. Провязали 3 полустолбика, в следующую арку столбик без накида. Далее 4 воздушные, 1, 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку. Накид. В следующий столбик без накида вяжем также 3 полустолбика с накидом. Этот ряд у нас повторяет 8 ряд. Единственное, что арочки у нас не из 3 воздушных, а из 4. Наш воротничок немножечко расширяется. Он у нас имеет такую дугообразную форму, и поэтому нам нужны арочки уже подлиннее. 2, 3, 4, столбик без накида в следующую арку. Все, продолжаем вязать самостоятельно по рисунку и встречаемся. Ну вот, провязали последнюю арку, также сформировали ее 1 воздушная петля и столбик с накидом в последнюю арочку. 10 ряд у нас готов. 11 и 12 ряд вяжем аналогично 9 и 10. То есть сейчас мы провязываем целый ряд арками из 4 воздушных и в обратную сторону также вяжем, как и 10 ряд. Делаем такие веерочки из 3 полустолбиков и между ними арки из 4 воздушных. Повторяем 9 и 10 ряд. Вяжем 11 и 12 ряд самостоятельно и встречаемся в конце 12 ряда. Ну вот, и 12 ряд у нас готов. У нас получилось 3 ряда вот таких веерочков. Далее 13 и 14 ряд мы вяжем арки из 5 воздушных. Все, больше такие веерочки мы пока не делаем. Так, делаем 5 воздушных. 1, это 13 ряд. 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. В средний полустолбик, столбик без накида. Арочки у нас увеличиваются. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. В средний полустолбик. Так вяжем до конца ряда и вместо последней арки для ее формирования провязываем 2 воздушные петли и столбик с накидом в последнюю арку. Разворачиваемся в обратную сторону и вяжем еще один ряд арочки из 5 воздушных. Итак, 13 и 14 ряд у нас все арки из 5 воздушных. Вяжем самостоятельно и встречаемся в конце 14 ряда. Итак, провязали 2 ряда арок из 5 воздушных. Смотрим на
ширину, какая у нас получается. Если устраивает, то можно оставить и такую ширину. Но я решила сделать еще 2 ряда арок из 5 воздушных, как и на этом воротничке. Так что после ряда с полустолбиками у нас будет 4 ряда арок из 5 воздушных. Если вы эти 2 ряда не провяжете сейчас вместе со мной, то потом придется самостоятельно просчитывать, как распределить вот эти цветочки на кайме. Поэтому я советую сразу 2 ряда провязать, если вы начинающий вязальщик. Но если сумеете цветочки потом самостоятельно распределить, то можно оставить и такую ширину. Я сейчас вяжу еще 2 ряда арок из 5 воздушных петель по такому же принципу. Итак, довязываю последнюю арку. Здесь ее уже можно не формировать. 1, 2, 3, 4, 5 и столбик соединительный в последнюю арку. Все, делаем закрепку и ниточку я отрезаю. Чтобы хорошо распределился раппорт каймы, нужно, чтобы арок в последнем ряду их количество было кратным 3 плюс 1 арочка для симметрии. Итак, например, если у вас 36 плюс 1 37, или там 42 делится на 6 плюс 1 43 арки, или там 50, сколько получается, 4 плюс 1 55 арок, кратно 3 плюс 1. Вот такое количество. Это зависит от размера и обхвата воротничка, на который вы вяжете. Итак, середину воротничка мы провязали. Сейчас будем вязать кайму, схему ее. Она не четкая, правда, но для общего понимания сейчас прикреплю на экране. Давайте маркером отметим вот первую арку. В эту арочку мы будем провязывать первый цветочек. Ну, точнее, не первый, а вот он по этой кайме будет у нас. И вот на боковой части сейчас нам нужно будет распределить также эти цветочки, чтобы они все равномерно у нас распределились. Итак, делаем начальную петлю. Так, и присоединяем ниточку вот в уголочек резиночки. Хвостики будем прятать в конце работы. Все, присоединили. И вяжем первый ряд каймы. По боковому краю сделаем 3 цветочка. Итак, делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Далее накид. И примерно выбираем, где у нас будут, в каких арках 1, 2, 3 цветочки. Ну вот, давайте, вот большая арочка, в нее провязываем первый лепесток цветочка, столбик с накидом не до конца, накид. Здесь на глазок все делаем. Второй столбик не до конца, накид. В эту же арку третий столбик не до конца. 4 петли на крючке закрываем. Вот первый лепесточек готов. Кластер из 3 столбиков с накидом. Далее 3 воздушные петли. 1, 2, 3. В эту же арку вяжем еще один кластер из 3 столбиков. Здесь у нас полная импровизация. Опять же смотрим по своей плотности вязания. 4 петли закрываем. Провязали второй кластер. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И третий лепесточек, третий кластер в эту же арку. Кластер из 3 столбиков с накидом. Вот такой цветочек из 3 лепестков. Далее 2 воздушные петли, арочка, столбик без накида. Вот через арку я делаю. Ну, в этом смотрите, как у вас арочки лежат. 5 воздушных. В следующую арку столбик без накида. Теперь 2 воздушные. Накид.
И вот в эту арку через одну сделаю цветочек из 3 лепесточков, из 3 кластеров. Между ними арочки из 3 воздушных петель. Первый кластер. Сейчас самое сложное. Распределим по этому краю. Далее выходим на финишную прямую. Тут уже все будет понятно. А второй короткий срез будем вязать симметрично первому. Так. И все у нас пойдет с вами как по маслу. Второй лепесточек. 3 воздушные. Третий лепесточек в эту же арку. Третий кластер из 3 столбиков с накидом. Так, провязали. 2 воздушные. В следующую арку столбик без накида. Теперь 5 воздушных. Сейчас поподробнее рассмотрим следующую арку столбик без накида. 2 воздушные. Так, давайте через одну сделаем цветочек теперь из 3 лепестков. Второй лепесточек делаю. Так. Третий лепесточек. Нам главное выйти, чтобы первый лепесток был у нас вот где отмечена арка маркера. Так. 2 воздушные, столбик без накида. В арочку 5 воздушных. Так, здесь можно и в следующую. Так, 2 воздушных. Вот смотрите, что у нас получается. Итак, делаем цветочек, 2 воздушные, столбик без накида. Потом арка из 5 воздушных, столбик без накида. 2 воздушные, снова цветочек, 2, 5, 2 арки, цветочек. Вот такая комбинация. Но на схеме это видно. Сейчас еще раз прикреплю ее на экране. Так, 2 воздушные, и теперь вот в отмеченную арку, она у нас первая, вот по этому длинному срезу, вяжем первый цветочек. Как я сказала, количество арок у нас кратно 3 плюс 1 для симметрии. Так, вот в эту отмеченную арку вяжем первый цветочек. Также из 3 кластеров и между ними арочки из 3 воздушных между лепесточков. Так, третий лепесток, кластер из 3 столбиков. Все, здесь уже высчитывать ничего не нужно. 2 воздушные в следующую арку, 5 воздушных. В следующую арку 2 воздушные. В следующую арку вяжем цветочек. Все, продолжаем вязать. И второй короткий срез вяжем симметрично. Также должно получиться 3 цветочка. Если вы делали поуже воротничок, то может быть у вас здесь и 2 цветочка. Если пошире, может быть и 4 цветочка. Это уже смотрите по своей работе, как у вас получается. Но чтобы они были примерно все тут ровненько, равномерненько у нас. Все, вяжем ряд и встречаемся в конце ряда. Итак, провязали последний цветочек. Когда вязали вот этот, сразу хвостик обвязали. Можно уже его даже отрезать. Так, и в конце 2 воздушные петли, 1, 2, и соединяем вот в уголочек резиночки с соединительной петлей. Вот. Первый ряд обвязки у нас готов. Вяжем второй ряд. 5 воздушных, 1, 2, 3, 4, 5, разворачиваем.
И в арку между первым и вторым лепестком столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку между вторым и третьим. Сейчас мы вяжем по изнаночной стороне. 2 воздушные. 1, 2. Накид. Пропускаем арку из 2 петель и в следующую большую арку из 5 вяжем столбик с накидом. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. В эту же арку вяжем второй столбик с накидом. 2 воздушных. Накид. Пропускаем арочку из 2 петель и в следующую арку, так, накид здесь не нужен, между первым и вторым вяжем столбик без накида. 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. В следующую арку между вторым и третьим лепестком столбик без накида. 2 воздушные. 1, 2. Накид. И в большую арку 2 столбика с накидом, между ними арочка из 5 воздушных. Две воздушные. Между первым и вторым лепестком столбик без накида. 5 воздушных. В следующую арку между вторым и третьим лепестком столбик без накида. 2 воздушных. Накид. В большую арку из 5 воздушных вяжем первый столбик с накидом. 5 воздушных. И второй столбик с накидом сюда же, в эту арку. 2 воздушных. Все, продолжаем вязать до конца ряда по схеме. Так, подходим к концу ряда. Провязали столбик без накида между вторым и третьим лепестком. И для формирования последней арки из 5 воздушных делаем 2 воздушные петли, накид и столбик с накидом вот сюда, в начало ряда, откуда мы начинали делать обвязку. Вот такая арочка из 5 воздушных у нас получается. Второй ряд готов. Вяжем третий ряд. 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Разворачиваем. Так, столбик без накида в следующую арку из 5 воздушных. Вот так. 2 воздушные. 1, 2. Накид. Пропускаем арку из 2 петель и в большую арку между 2 столбиков, которая у нас между 2 столбиков с накидом, вяжем цветочек. Но теперь у нас будет 4 лепесточка, 4 кластера из 3 столбиков с накидом. И между этими лепесточками также арки из 3 воздушных. Вяжем первый кластер в арку из 5 воздушных. Вот первый лепесток готов. 3 воздушные. Накид. Сюда же второй лепесток. Четыре петли закрываем. 3 воздушные. Третий кластер из 3 столбиков с накидом. Кластер — это несколько столбиков с общей вершиной и провязанных на одном основании. Закрываем. 3 воздушные. И последний, 4-й лепесток. Сюда же, в эту арку. Вот такой цветочек из 4 лепесточков. Далее 2 воздушные. 1, 2. Пропускаем арку из 2 петель и в большую арку из 5 воздушных столбик без накида. 2 воздушные. Накид. Пропускаем арку и в следующую из 5 воздушных также вяжем цветочек
из 4 лепестков. Между лепестками арки из 3 воздушных. Все, продолжаем вязать по рисунку и встречаемся в конце ряда. Ну вот, провязали последний цветочек, 2 воздушные петли, арочка, столбик без накида, 5 воздушных и соединяем в последнюю арку из 5 воздушных, или сколько тут она у нас. Все, соединительной петлей. Ниточку мы отрезаем. Хвостики эти мы обвяжем сейчас. Итак, нам осталось провязать последний ряд. Будем делать пико между лепесточков и совместим это сразу с завязочкой. Итак, делаем начальную петлю, 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и в начальную петлю провязываем столбик с накидом. Вот такая капелька. Далее 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, и в третью петлю от крючка столбик с накидом. 3 воздушные, 1, 2, 3, накид, в третью петлю столбик с накидом. Вот такая завязочка у нас получится из капелек. Так вяжем до нужной длины. Ну, примерно это 25, кому какой больше нравится. 15 и ну, почти 30 сантиметров у меня эта завязочка, даже чуть-чуть побольше, 31. Но это уже после блокировки, она растянутая. Так что измеряем в растянутом виде. Вяжем завязочку и встречаемся. Итак, шнурочек готов. Так, присоединяем к воротничку и смотрим, чтобы воротник глядел на нас лицевой стороной. Вот эти кластеры мы вязали вот справа налево. Присоединяем шнурочек к уголочку нашего воротничка. Так, сейчас тут все распутаю. Для надежности давайте сделаем столбик без накида, и в следующие столбики вяжем за задние дольки по столбику без накида. Так, все, провязали и переходим к обвязыванию арок. Вот этот хвостик сейчас также мы сразу обвяжем. В следующую арку 2 столбика без накида. Переходим к арке из 5 воздушных, в нее провязываем 2 столбика. Далее пико из 2 воздушных, 1, 2, и соединяем вершину последнего столбика с соединительной петлей. И еще 2 столбика без накида в эту же арку. Не забываем хвостик сразу прихватывать. Вот так. Далее арочка из 2 воздушных, в нее провязываем 2 столбика без накида. Все, хвостик мы обвязали, он уже никуда не денется, можно убрать. Так, переходим к цветочку. В первую арку вяжем также 2 столбика без накида, пико из 2 воздушных, можете из 3 воздушных делать, если вам нравится пико побольше. Соединяем вершину последнего столбика и еще 2 столбика без накида в эту же арку. Переходим к следующей арке, и в нее также провязываем 2 столбика без накида, пико из 2 воздушных,
И еще 2 столбика в эту же арочку. Так, продолжаем вязать. В следующую арку также пико. Так, 2 столбика, пико, вот под 2 ниточки надо вставить крючок, чтобы пико не было развернутым. И еще 2 столбика без накида сюда же в эту арку. Так, подошли к аркам из 2 воздушных, и в каждую из них провязываем по 2 столбика. В первую арку и во вторую арку. И снова переходим к обвязыванию цветочка. Все, вяжем по рисунку. Подходим к концу ряда. Так, в арку из 5 воздушных вяжем зеркально этой стороне. В последнюю арочку 2 столбика. Здесь по резиночке провязываем 5 столбиков без накида и вяжем шнурочек также из капелек. Набираем 3 воздушные, столбик с накидом, 3 воздушные, столбик с накидом в третью петлю от крючка. И вяжем такой же длины шнурочек и с другой стороны. Все, заканчиваем работу самостоятельно и встречаемся. Ну вот, я довязала воротничок, сделала завязочку и с другой стороны. Такая обвязка у нас с вами получилась. Спрятала хвостики все. Сейчас осталось только их отрезать. Здесь обвязали. Так. Также спрятали хвостики и на завязочках. Я даже слегка уже отпарила воротничок. Я думаю, вы не пожалели, что присоединились и связали вместе со мной такой милый, очаровательный воротничок с цветочками. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх. Не забывайте подписываться на мой канал. Вяжите с удовольствием. Всем ровных петелек. И до новых встреч!